Здравствуй, дорогой друг, добро пожаловать на канал Нэшем. Сегодня мы с тобой идем смотреть дальше игрушечку под названием Delta Force Hawk Ops. Идем в режим Extraction на ту же самую карту, которую я снимал на прошлом видосе, только сегодня, да, обычный режим недоступен. То есть он был доступен по 13 число, сегодня мы идем на, не знаю, сложность это или чуть-чуть измененный режим, конфиденциальная, понимаешь, конфиденциальная операция. И она уже сложная, то есть если я предполагал, значит, в прошлый раз, когда записывал, что там было сложно, иногда мобы казались, ну, действительно очень умными, знаешь, как будто не просто ИИ бегало, а как будто ребята какие-то, понимаешь, прошаренные бегали. Вот. То сегодня мы идем смотреть, что же там будет сложного. Ребята, я думаю, там будут максимально подготовлены тоже, да, ко всем вот этим замесам. И от этого мы будем с тобой отталкиваться. Поэтому усаживайся поудобнее, не забывай прожать лайки, если не подписан, можешь подписаться, чтобы поддержать маленький растущий канал. И я думаю, что сегодня мы с тобой хорошо проведем время. Очень странно, я вроде один раз нажал, второй раз пришлось нажать. Играем опять же за медика, потому что медика я еще полностью не распробовал как класс. Есть два штурмовика. О, кстати, штурмовик второй открылся, ребята, и надо посмотреть будет сегодня. Надо будет посмотреть его и, может быть, тетеньку снайпершу. Надо будет взять и глянуть, как она себя чувствует. Если ты, кстати, не смотрел первый видос и тебе интересно, можешь найти в плейлисте у меня в Delta Force. Там есть первый видосик, который достаточно, мне кажется, интересный. Ну, для обзора, типа. Итак, мы по старинке вылетаем. На площадку у нас есть задание, основное медицинское обеспечение. Есть босс на локации. Но, если мне не изменяет память, я, по-моему, в прошлой катке я его забирал. А мы высадились уже или нет? Вот мы только высаживаемся. То есть, соответственно, как и в прошлый раз, мы сейчас втроем или вчетвером. Я за медика, у меня очень важная миссия в этот раз будет, потому что это уже не просто так, знаешь, типа поржать. А здесь надо будет играть очень грамотно. Сразу ставлю одиночный, потому что в одиночном режиме мне стрелять комфортнее, я пока что не понял здесь отдачу. И надо играть с тобой аккуратненько. Кстати, я разобрался, как настроить по зажиму. По зажиму. Теперь у меня по зажиму прицел. То есть не как был раньше, а полноценно по зажимочку играется. То есть, ну, так же, как у меня был настроен, да, в принципе, любой шутан, да, как Warzone, там, Hunt и прочее. Поэтому наша задача с тобой отыграть аккуратненько. Первым делом мы должны с тобой чекнуть карту, поставить приоритетные метки, приоритетные цели. Ставим меточку, ну, чтобы мы понимали, куда нам передвигаться. И, собственно, пиши, что думаешь по поводу такого жанра игр. Нравятся ли тебе такие игры, или ты не котируешь. Может быть, ты просто, я не знаю, больше любишь, например, стратежки какие-нибудь, нежели вот такие интересные шутанчики. Напиши, очень важно знать твое мнение, это интересно. Потому что людей много, у всех вкусы разные, и вкусы иногда могут не совпадать. Введите пароль 1, 2, 3. Нет? Подожди, 5, 5, 5, стопудово. Подожди, 5, 5, 5. Тоже нет. А если 3, 2, 1? Кстати, ребят, на всякий случай рассказываю вам вкратце. Это версия не релизная, не бета. Это просто рабочая версия игры, которая на данный момент проходит тест. Потому что геймплей, который мы можем здесь видеть, может не отображать какую-то полную картину. Разработчики пока проводят работу над игрой, проводят определенные различные тесты, и что будет дальше, мы с тобой еще увидим, ну, ближе к делу. Во-первых. Во-вторых, я хочу тебе еще о чем рассказать. Был запланирован открытый альфа-тест на 18 июля. Разработчики перенесли его в связи с тем, что проводятся на данный момент различные работы по улучшению игры, по оптимизации и по подгонке различных вот механик, которые присутствуют в игре, собственно. Нифига себе, сколько пришлось накидать ему. Вот, поэтому ребята, разрабы работают. Могу тебе сказать, что действительно молодцы. Да, это чисто неподкупное личное мнение. Потому что в такой версии, да, это даже не открытая бета как бы. А в такой версии все работает настолько хорошо и слаженно, что прямо мое почтение. Аккуратненько передвигаемся, главное не бросать тиммейтов. Не забывать, что мы играем на сложные сложности. И здесь может быть достаточно жестко. Да? Опа, чел. Минус.
Так, ну это просто моб. Слушай, а надо было реально больше патронов брать, потому что... Я полмагазина на двоих челиков потратил, алло. А мы только в рейд зашли. Ребята, я не был к этому готов вообще-то. Ну, типа так чисто. Чисто как бы вкратце, ребят. Опа. Опа, вот это, да, вот это подстава. Прикинь, крайняя пулька не попала и патроны закончились. Нормально, нет? А если бы сейчас был замес? А если был бы замес, а я без патронов, алло? И что делать? И как бы все получается, да, типа? Поиграли? Получается бы поиграли, да. Так, аккуратненько передвигаемся. Здесь нужно быть максимально... Опа! Не надо! Подожди, братан. Ага, вижу. Да ёпарасоте. Ханты. Ханты. Да ёпарасоте, ну нет. Нет. Нас обошли вокруг. Нас вокруг обошли. О, здравствуй, родной. Ну давай полежим с тобой рядышком просто так здесь. Зашкиримся. А можно под домик залезть вообще в принципе? Можно? Нельзя! Вот это вот каточка, вот это здравствуйте. Понимаю. Ну, как ты уже понял, нас немножко так отпистонили, да? Поэтому и я взял другое, новое обмундирование, более, так скажем, усовершенствованное. Поинтереснее броню, ну, там шлем синенький, да ладно, короче, взял то же самое, только пушка другая, такие же патроны, 5,56 на 45. И мне кажется, я просто, наверное, слишком много разговаривал. В таких играх же надо прислушиваться, понимаешь? И сейчас мы будем с тобой максимально слушать, что нам игра хочет с тобой преподнести, и передвигаться максимально осторожно, не нестись, сломя голову, и аккуратно пытаться мониторить ситуацию, которая происходит вокруг нас. Это было, конечно, неожиданно сейчас. Я не думал, что настолько будет жесточайше, типа. Моба вроде забрали, все было душевно, так хорошо. А есть ощущение, что игры не слышно, как будто бы, нет? У меня одного такое ощущение, или слышно игру? Просто как будто бы не слышно. Так, у нас место высадки, кстати, сейчас другое будет. Карта пока подгружается. Босс, контракт. Ну, опять же, можно идти на цементный завод, либо в административную область. Кстати, вот этот сейф красный... Ой, сейф. Сервер красный стоит около 1,5 миллиона. Угу. Поэтому мы сейчас максимально профессионально и аккуратненько будем отыгрывать ситуацию. Представим, что это у нас РП-ситуация. Давай настройки мы зайдем. Аудио сделаем, громкость звуковых эффектов чуть-чуть погромче, чтобы было слышно. Да? Потому что в прошлый раз я что-то не особо услышал. Так, патроны одиночки. Кстати, на F ни на что не надо прожимать. Ты подходишь к лестнице, он сразу залезает. Это удобно. Сверху ничего нет. Тупо водопроводные трубы какие-то. Ребята уже кого-то вмониторили. Тут надо быть аккуратными. Надо быть осторожными. И перебегаем как не в себя. Так как эта миссия сложнее, чем обычная миссия, типа. Ее просто. Братан! В смысле? Ты зачем магазин выкинул? Родной, я ж тебя на одиночный переключал. Нормально? Нет, блин, целый магазин выстрелил, 20 патриков в одного моба. Что-то мне уже не нравится начало этой катки. Что-то пошло не так же, как и в предыдущей, понимаешь? Так. Аккуратно, аккуратно, у нас где-то ребятишки есть. Где-то есть ребятишки? Тиммейт, где тиммейт? А тиммейт все? Нет, тиммейт, вон, вижу. Тиммейт на месте. И тут аккуратно передвигаться. Блин, я тупанул, надо было... Зеркалочку надо было поставить. Насчет зеркалки я что-то вообще не подумал. А надо было подумать, понимаешь? Потому что с зеркалкой все же удобнее играть, чем играть просто тупо от мушки, от обычной. Вот ты, например, больше любишь играть от коллиматора, от зеркалочки, либо от обычной какой-нибудь оптики, например, я не знаю, X3. Какая оптика тебе нравится? Любишь играть? Так, вот здесь ребятишки могут быть, тут надо осторожно. Ага, справа. Да японские рога, блин!
Я только увидел верхушку его шлема, и мне прилетело сразу в хлеборезку мою. Подожди, ну типа... Так, ребят, можно поаккуратнее вообще-то? Вообще-то я видос записываю вот для ребят. Мы сидим тут, наслаждаемся игрой, а вы вот это вот запиливаете мне. Ну, нормальный вообще, нет? Адекватно себя ведете? Как так-то, ё-моё? Ну, надеемся, они сейчас отыграют и поднимут нас. Вот те, здравствуйте. Тут, кстати, прикольная фишка в этой игре есть, знаете какая? Мне, кстати, нравится. Слева, видите, написано «Меня сбили с ног, поднимите меня». Это типа персонажа нокнули. А в другом режиме, например, режим военных действий, там прикольная фича присутствует. Там... ну подожди, в этом режиме тоже есть. Персонажа могут просто тупо сбить с ног, понимаешь? Я не знаю, то ли это какая-то обилочка присутствует, то ли я не знаю, что это. Но, по-моему, достаточно интересная тема. Типа, как будто, знаешь, тебя нокают, но типа... Но ты можешь встать сам, то есть без подъема тиммейтом, например. Это прикольно. Вот тебе нравятся такие механики или не нравятся? Напиши. Не забывай, кстати, пожалуйста, прожимать лайк, потому что для меня, как маленького, молоденького канала, это очень важно. Мы все, мы поиграли, походу. Ну это неудачное... Ну, подожди, это не в счет, сейчас нормально, сейчас сходим нормально, подожди. Это потому что лайков твоих нету, понимаешь? Сейчас все будет. В общем, смотри, чтобы для тебя это тоже не было тайной, прям при тебе собираю нормальную сборку, которая нам сейчас поможет максимально... Нет, шлем у меня был. Эта сборочка нам поможет с тобой сейчас тащить просто как не в себя. Вот я тебе сейчас... я покажу. Ты думаешь, я не могу тебе это показать? Я тебе сейчас исполню просто неимоверное исполнение. Значит, 1 магазин, 2 магазина, 3 магазина. Ну, короче, ладно, окей, 120 патриков, 120, 180. И мы с тобой сейчас попробуем модифицировать пушечку, поставить на нее, что правильно, какой-нибудь более-менее удобный коллиматор. Или даже нет, давай лучше не коллиматор, а давай что-нибудь... Вот такая штука прикольная, коллиматорный прицел, кстати. Да? У них показана четкость изображения. Я даже не знаю, или с такой оптикой сгонять. Такая оптика, с одной стороны, типа прикольно, но я привык больше играть с коллиматорами. Ладно, давай, окей, возьмем коллиматор обычный, типа, вот такой кругляшочек мне нравится, за 12 косарей, чего бы нет, как бы. Да, и если мало ли вдруг у нас что-то не получится, я потом всегда же, могу, я же всегда потом могу снять 45 патронов. Зачем мне 45? Мне 30 патронов хотя бы. 30 это больше, чем 20. И мне кажется, это будет в любом случае покомфортнее. Рукояточку ставим тоже модную. Смотрим, чтобы у нас эргономика и контроль. Нам нужен контроль. Зачем мне контроль, если я играю на зажиме? Нормально, смотри, 38 косарей, смотри, как я нормально. Берем. Нормальная рукоятка, чисто первый раз пока собираю, ребят, это просто рандомная сборка, она не может быть правильной или неправильной. Поэтому особо чисто смотрим просто на характеристики, чтобы все было в плюс, и как бы, сейчас все деньги профукаем, и больше не получится, понимаешь, снимать те видосы. Ты, кстати, играл в Arena Breakout? Вот если ты играл в Arena Breakout, напиши, с какими ты сборками примерно играл. Ставил ли ты глушитель, например? Как вот, нравится тебе вообще глушители на пушках? Нормальная тема или не нормальная? Давай берем скорость полета пули, это вообще топовая тема. Вот, и вот это, что вот это? Открывашка? Крепление для задней руки. Чё? Крепление для задней руки. Контроль, эргономика, устойчивость, точность. 36 тысяч, давай, сейчас все деньги вот это спустим на одну пушку. А потом тупо на броню не хватит. Так, хорошо. Это мы взяли, броньку взяли, патроны взяли. ХПшечки берем, зашивалочки берем, укольчики берем, турникетик берем. И один турникет у меня в нычке. Я думаю, окей, пока хватит, есть еще оружка у меня есть, шлемы и прочую фигулину мы с тобой потом доберем. Поэтому давай попробуем. Давай попробуем. Сейчас мы покажем им, кто здесь этот самый хозяин вот этих каток. Сейчас мы нормально, сейчас топовая катка будет, ты даже не представляешь. Сейчас мы нормально все сделаем. В сейфе есть предметы, которые необходимо перенести. Кого? В сейфе есть предметы, которые необходимо перенести. Какие? В смысле, турникет я специально его туда... Вообще-то я специально его спрятал, это как дополнительная опция была, алло. Игра просто не в теме, что так можно делать, наверное, понимаешь?
А так турникетчика припрятал, вроде тебя есть сынок, вот у тебя остается какая-то деталька. Профит, а чё нет, типа. Так, нам что-то дали, ежедневочка какая-то выполнилась, давай-ка заберем. Получить 5000, да? Что нам 5000? Мы сейчас около 150, по-моему, потратили, да? Возвращаемся обратно. Нам ищет каточку. Если получится, сходим еще в режим глобальной войны. По-моему, сегодня должна быть новая карта. Могу ошибаться. Но, по-моему, новая должна быть. Или новая сложность, или что-то типа такого должно быть. Я не помню дорожную карту полностью, но типа что-то должно было быть. Оп, отлично. Каточку нам добрал. У нас, кстати, сейчас будет тетенька с луком. В первом видосе я рассказывал, что это за лук, что есть сканирующая стрела. Довольно-таки прикольная тема, поэтому, может быть, нам сейчас это поможет. Зона высадки, опять же, абсолютно другая. Мы высаживались здесь, сейчас мы высаживаемся в самом низу карты, поэтому посмотрим, может быть, это нам поможет. Короче, сейчас играем вообще максимально осторожно. Просто максимальнейше осторожно. Никаких левых движений, никаких левых разговоров. Играем концентрированно, по минимуму различных комментариев. И аккуратненько выходим, потому что пушку я собрал дорогую, мне не надо, чтобы она потерялась. Кстати, можно отсечками стрелять, можно одиночками, можно полностью автомат. Давай отсечками попробуем. А зачем я коллиматор взял? Я же хотел оптику. Ну ладно. Хотел оптику, взял коллиматор. На опане бегать никогда не надо, ребят. Никогда не ведитесь на вот таких пацанов, которые бегут вот так просто по центру дороги. В таких играх важно быть максимально незаметным. То есть ты должен передвигаться по растительности, вдоль каких-нибудь построек, там, не знаю, чего-нибудь подобного. Никогда не нужно выходить и высовывать свое милое лицо, просто вот так вот радостно встречая чью-нибудь пулю. Понимаешь, вот видишь, кто-то там уже встречает. Вполне вероятно, что это мобы. Даже если это мобы, но они здесь жесткие могут быть вполне себе. Опа. До свидания. Не, мне не нравится очередь. Я так все патроны потрачу. Одиночками будем работать. И аккуратненько заходим. Мониторим ситуацию вокруг. Ребята у нас не переживают, по ходу дела, вообще по поводу ничего, как бы. Кстати, свернуть шмотки здесь, как я понимаю, типа нельзя, да, вроде как. Забираем различный лот, который нам может пригодиться. Может и не может. Опа, протеинчик. Ну, конечно, в смысле, конечно. Опа. О! Ай-яй-яй-яй, ну. Там сзади с этим, как его? Там со щитом. Пацаны. Там со щитом хрен вышел. Я ему по ногам вроде поднакидал чуть-чуть, но типа... Надо аккуратненько заходить и забирать его. Надо выходить и забирать аккуратно. Ну, пошмаляя по ногам, потому что щитом он может хлеборезочку свою прикрывать. Голову может прикрывать. А вот ноги... И руку. Да японский нафиг нос. Помогите. А где тиммейты? Пацаны, я один как бы не справлюсь. Тут как бы пипец происходит, алло. Ребята. Они меня вообще игнорируют тупо, да? Или один тиммейт, все? Они не хотят боссу? Ну, я хочу босса забрать. Я сейчас ему по ногам накидаю. Я все равно сейчас накидаю ему по ногам, типа, нет? Пошел ты. Я же говорил, что я его заберу. А вы говорили, не заберешь. В смысле, тут главное навык, понимаешь, тут. Вот, сейчас, этот, как его? Блок питания. Это очень полезная вещь, между прочим. С нынешними ценами блок питания это как бы моя почти... Упа. Щитоносец. Ага. Вот, видишь? Не с первой попытки, но сам факт забрали. Но это я знаю, а знаешь, почему забрал? Потому что мне надо было его... О, золотая труба, всему голова. Собственно. Золотая труба, всему голова. Если ты не знал, я тебе рассказываю. Золотая труба. Топовая тема. Так, здесь у нас что? Осмотреть ключ-карту. Отметить. Так, ну, как я понимаю, у нас ключ-карты вот этой фиольной нету, и мы не сможем открыть эту... вот эту историю, типа дверь.
Поэтому передвигаемся аккуратненько. Босса мы здесь какого-то забрали. Главное не наткнуться на каких-то его защитников, либо... Слушай, а подозрительно знаете чего? То здесь много всего открытого. О, консерва, еда, это важно. Чертеж. Так, и мы переходим в какую-то зону задания. Видимо, нам здесь нужно что-то найти, либо что-то сделать. Отправляйтесь к большому сейфу. Время 4 минуты за 30 косарей, типа. Кстати, здесь вот что очень понравилось, ну, для тех, кто смотрел первое видео, да, я про это говорил в первом видосике, то здесь, кроме обычных заданий, доступны задания, как, например, в Warzone, что ты можешь их тупо брать посреди катки. О. Опа. Где? Вот отсюда где-то. Вот, по-моему, здесь челики были. Могу ошибаться. Переключаемся на полуходьбу. Идти надо осторожно. Сейф это, конечно, хорошо, но, по-моему, я здесь кого-то видел. Снизу. Пацаны! Ребята, меня подождите, пожалуйста. Чё-то я как-то не особо горю желанием один здесь быть. А, мне нужно его задефать, видимо, да, моего тиммейта, как бы. То есть сейчас будут подниматься охранники, и нам, скорее всего, нужно от них отбиться. Слушай, ну вот этот конфиденциальный режим, он достаточно интересный, кстати. Я бы сказал, что он поинтереснее, чем обычный классический режим. Из-за него дают денег. И на карте ты вот можешь открывать карту, например, и на карте брать там какие-то задания, периодически подсвечиваются вот восклицательными знаками, там еще какими-то знаками, и ты можешь подбирать задания и выполнять их. Это очень круто. То кроме тех заданий, которые ты взял до начала катки у челов на базе, типа. Да что такое? До свидания. Так, ну двоих, по идее, я забрал, двое, которые снизу поднимались, да? Вроде как бы других никаких не было. И он лутает супер какой-то сейф огромный, ты понимаешь? Я тоже хочу поучаствовать, алло. Братан, в смысле, и ты молчал? Так надо забирать эти-то... Пипец ты, тиммейт, алло. Надо было забирать вот эти две кастрюли. Ты шо, куку, братан? А, нифига. Подожди, это тут столько... Золотая эмблема, это мне надо. Подожди, а почему иногда как будто можно нажать на F, а иногда как будто бы нельзя нажать на F-ку? Мое почтение. Слушай, ну мы нормально так подлутать. Опа. Сейчас время закончится и все как бы. Золотую эмблему. О, подожди, золотая эмблема. Это нам надо. Золотая труба всему голова, но золотая эмблема всему не проблема. Понимаешь? Когда у тебя есть золотая эмблема, тебе вообще не страшно ничего. Особенно вражеские тиммейты. То есть мы залутали какой-то важный игровой элемент. Теперь нам нужно продвигаться куда-то дальше к выходу. О! До свидания. А, кстати, да. Ой. Забыл вам сказать, что здесь мобы респавнятся, кстати. Поэтому игра не будет, значит, унылой какой-то стрелялкой для тебя. Если ты, например, не знал про это. Игра максимально не будет унылой стрелялочкой. Это очень круто, это прикольно сделано. Мне нравится такая фишка. С одной стороны. С одной стороны, это добавляет тебе динамики в игре. С другой стороны, от этого может пригореть одно место, как бы, да, запросто. Поэтому нужно свалить отсюда, пока ребята не резнулись. И выходить, например, надо выходить, например, куда? А где мы вообще? Это мы только здесь? Вы серьезно? Можно залутать вот эту штуку, а можно пойти к тиммейту на босса. Пойдем к тиммейту на босса, попробуем босса забрать, если получится, будет ништяк. Братан, погнали. Не знаю, как ты, я погнал к тиммейту, я хочу посмотреть, что там с боссом будет. Интересно как? Или не будет с боссом интересно? Мне это важно понимать, я люблю посмотреть игры полностью, а не просто так вот это потыкать. Ты как вот больше любишь? Уважаемый зритель. Ты как любишь? Просто постреляться, побегать по бестолковому? Или ты любишь проникнуть в игру полностью? Что ты думаешь? Кто там базарил? Релоудинг. Не надо ничего там перезагружать, алло. Братан. Не надо?
родной? Или это тиммейт сказал релоудинг, или я хз, типа. А мы тут... Куда мы бежим, я не понимаю. Мы точно к тиммейту бежим? Жестко накидывают. Самохил? А почему это нам бежать 1 000 000 километров? Побежали к тиммейту, ладно. Погнали к тиммейту. Погнали к тиммейту, потому что с той стороны там очень долго оббегать. Поэтому простой режим мы с тобой посмотрели. Сейчас мы с тобой... О, подожди, вот это надо. Простой режим мы с тобой посмотрели на первом видео, которое я для тебя записывал по этой игре. В этом режиме мы с тобой смотрим супер-мега-хардовый режим. С боссами, с жестким геймплеем, с различными сложными тиммейтами. И надеюсь, тот тиммейт у нас... А, он вышел, ё-моё. А тиммейт-то вышел, блин, негодяй. Или из игры выпал, или что-то с ним случилось. Я-то бежал, на карте меточка была его обозначена. А потом посмотрел на состав сквада, а парнишки-то братана нашего нету, как бы. Понимаешь, в чем подвох? И сейчас чуть еще и этого тиммейта чуть не киданул, получается. Братан, живи! Родной! Мы должны с тобой пройти эту миссию. Сейчас я тебя отхилю, родный. Братан. Сейчас, подожди. Сейчас стаминочка восстановится, я тебя отхилю. Тебе надо хильнуть, братишка? Пойди. Хильнуть? На. Укольчики я ему сделал. О, электронный термометр. Блин, но он мне... Давай вместо каски. Термометр, мне кажется, это более топовая тема. Ну, где ты? Что, на каждом шагу термометр встречаешь? Конечно, нет. Так, ну мы его подхилили. Клавиатура, USB. Что такое? Я ж тебя отхилил только что, дружище. Зачем ты перематываешься? А, у него кровотечная. Я, кстати, не понимаю. Я, если честно, не разобрался. Сколько у нас? 14 минут. Мы босса не успеем забрать. Ну, погнали на выход тогда. Да, давай сюда. Погнали. Погнали. Надо забирать, но у меня есть дикое ощущение, что мы тупо не успеем эвакуироваться с миссии. Но уже как бы без вариантов, типа. Либо на выход. Хотя лучше было бы нам идти на выход, если честно. Потому что тут мы можем сейчас получить жестких пистонов, как бы. И не успеть эвакуироваться, потому что там могут быть и мобы, и ханты другие могут быть. Да? Это надо понимать. Колючая проволока. Это может сделать только инженер. Кстати, инженер может открыть вот эту вот заслонку из рабицы. У нас ханты? У нас хантики. Да, у нас где-то ребятишки здесь. Надо быть осторожным. Тут никого нету. Тут мы забрали одного чела. По патронам. Патрики у меня еще есть. Да, патрики еще есть, но лучше пока пострелять одиночками, потому что... А то нам, может, не хватит на стрельбу уже при эвакуации с этой локации. На втором этаже нужно сейчас вскрыть сейфик. Но здесь могут сидеть ребята, потому что здесь, видишь, тут все залутано. Давай чекаем. Сейф пустой. И вот эта хрень огня, скорее всего... Да, здесь пусто. Здесь уже ребята побывали, тут ничего нету. Ключ-карту мы тоже использовать не можем. Потому что у нас такой ключ-карты нет. Ну, собственно, погнали на выход тогда. Нам по-любому на выход, иначе мы не успеем выйти, а это такое себе. Валим, братан, на выход. На выход, нам надо успеть. А то, если не успеем, ну такое себе как бы. Да? Надо же успеть по-любому. Слушайте, ну вот этот режим достаточно интересный, в том плане, что есть и босс. И достаточно непростые мобы. Это очень классно. Мне нравится такая тема. Главное успеть добежать до дамбы. Тиммейт, по ходу дела, не особо торопится. Еще раз напоминаю, ребят, это не релизная, это не предрелизная версия игры. Это просто рабочая версия игры, которая на данный момент тестится и разрабатывается, дополняется и прочее, да, потому что
некоторые моменты, которые, например, тут не реализованы, они появятся позже. Поэтому продукт пока что просто рабочая, так скажем, лошадка. Разработчики работают, развивают и трудятся во благо наше с вами, как говорится, чтобы игра нам понравилась еще больше, чем она есть сейчас. А она уже сейчас, мое почтение, очень даже хорошо играется. Кстати, напоминаю, для тех, кто не видел первый видос, ребят, здесь есть крокодилы, смотри. Сейчас, если тут есть крокодилы, он сейчас на меня выплывет. В первом видосе на меня напал здесь крокодил. Серьезно, я сейчас не рофлю. Если ты не смотрел первый видос, ты посмотри обязательно в плейлисте Delta Force. Я выкладывал, там это дело было. Ну, многие, конечно, не заметили крокодилчика вот этого. Но он был такой классный, такой маленький, зелененький, бежал за мной. Сожрать хотел. И, кстати, почти сожрал. Если бы я его сразу не заметил, я сначала вообще испугался. Думаю, что за звук? Клавиатуру нам не надо. 195 метров, надо быть максимально осторожным. По таймингу у нас кстати, 10 минут еще есть. 10 минут есть, тиммейт почему-то не торопится, хотя нам в идеале было бы выйти отсюда. Потому что мы вынесли с тобой какие-то полезные прибамбасы, которые, наверное, пригодятся при выполнении задания. Тут, как понимаю, половина каких-то чертежей, точнее не половина чертежей, половина сумок и прочего залутана ребятишками, которые здесь пробегали ранее нас. Да, потому что сейф они забрали. Здесь тоже очень много лута, соответственно, нету. И нам нужно с тобой аккуратненько передвигаться, не попасть на засаду ребятишек каких-нибудь модных. Опа, бункер какой-то есть. Аккуратненько осматриваемся, чтобы никого не было в засаде. И потихонечку, аккуратненько перебегаем, не выдавая себя, так скажем. В таких играх это очень важно, как ты понимаешь. Иногда нужно присесть. Иногда надо помышить, потому что это же игра Extraction, понимаешь? Это тебе не какой-нибудь там Warzone вот этот. Это Extraction. Тут твоя задача выполнить задание, вынести лут и выйти с катки. Как ты это сделаешь, это другой разговор. Я, конечно, максимально сам не люблю, знаешь, ребятишек, которые сидят где-нибудь в кустах и поджидают, когда ты им принесешь лут, и они такие тебя забрали, такие хе-хе-хей! Типа и все, как бы. Я таких ребят вообще не люблю. Как бы. Но, это, в таком жанре игры это и имеет место быть, почему нет? Тиммейт не хочет со мной выходить, но я выйду, потому что мы с тобой должны еще посмотреть что-нибудь, правильно? Я думаю, да. Ну, собственно, непонятно, потому что первые две каточки которые максимально быстро провели, мы сразу попадались на вражеских тиммейтов, здесь же мы на тиммейтов не попались, может быть, мы были вообще в другом конце карты, как бы, вполне вероятно, да, может быть, мы попали позже на карту, потому что они, грубо говоря, у нас прям перед носом вышли, все ящики были залутаны, и вот это вот все, ну, не знаю, надо посмотреть. Ну, и сейчас мы с тобой продолжим смотреть «Расколотые земли». Кстати, карта новая не появилась, но я тебе покажу чуть-чуть другую снайпу, которую я себе пересобрал. Если предыдущая была долго сводилась, долго прицеливалась, да, в принципе была не особо, так скажем, хорошо, то эта снайпа чем-то напоминает, ну, если тебе удобно, так скажем, то К-31 или какой-нибудь, например, Коряк, ну, плюс-минус, типа. Она у меня более-менее хорошо сводимая, хорошо прицеливается, но урон на дальней дистанции у нее довольно-таки слабый. То есть она средней-дальней дистанции вполне себе может реализовывать. То есть на дальняк скорость полета пули достаточно медленной, но сейчас подгрузится чуть-чуть. Но в принципе реализовывать на ней что-то можно, как бы. Ну, если попадать как минимум. Ой. Если попадать, то всегда, в принципе, все можно реализовать. Другой вопрос... Другой вопрос, если ты стрелять умеешь, например. Не так, как я вообще, в принципе. Если умеешь стрелять, то нормально у тебя все будет. Хотя здесь, наверное, в этом режиме лучше было бы тебе показать какого-нибудь штурма, например. Да, потому что, как бы... Со снайпой здесь не особо можно постоять, так скажем. До свидания. Вот, видишь, а ты говоришь, я стрелять не умею. Нормальная тема. Главное в аккурат. Кстати, у различных оптик, да, различные... Как же это умное слово-то? На нахрен. Не это.
Короче, оптика с различным увеличением имеет разную силу блика, типа, от оптики. Поэтому есть оптика, которая бликует. Вот у меня конкретно оптика, она очень жестко бликует. Поэтому если я захожу в прицел, то вражеский какой-нибудь этот самый персонаж видит меня, как будто я вот так вот. Как будто я с фонарем на него выбежал, понимаешь? Он сразу заходит, собственно, и нас и забирает. Ну, в общем, мне кажется, по вот этим пару выстрелам, в принципе, достаточно, мне кажется, понятно было, да, насколько пушка более-менее сводится быстро. Давай мы с тобой лучше посмотрим другую сборочку. У меня есть АКС-74. И попробуем с ней побегать на этой локации. Потому что я не особо люблю городские условия. Например, если бегать именно со снайпой. Со снайпой прикольно, конечно, где-то посидеть, если тебе нужно покачать снайперку, например. Ну, а в целом, типа, такое себе. Кидаем разведочную стрелу. Подсвечиваем ребятишек. И залетаем с греной. Вот, кидаем греночку и заходим сзади. И заходим сзади. И заходим. Заходим в аккурат. Ой, там танк. Сейчас бы нам так зашли бы. Сейчас бы нам так зашли, пацаны. Так, кидаем электрощит. Нафиг. Восстанавливалку кидаем. Кстати, вот эта штука помогает, маячок восстановления. Благодаря ему ты можешь восстанавливаться и сам, и тиммейтом. Поднимаем братана. Не надо! Вот, ну я же как Д'Артаньян, понимаешь? Я хотел поднять своего, и меня вот так вот влупили. Просто вот так вот, нелепо получилось. Но я же поставил что? Поднималочку. Поэтому нас это, наверное, выручит. Со штурмовкой здесь достаточно интересно бегать. Играется вот этот режим достаточно динамично. То есть тут нету, знаешь, прям такого жесткого мышиного какого-то перебегания, там еще что-то. Ты здесь бежишь и просто тупо стреляешься с пацанами. Нормально, как бы. Нормально стреляешься. Если ты любишь поснайперить, покачать снайперку, это одно дело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а шо так фризануло-то? Ну это, наверное, из-за того, что у меня очень жарко. У меня градусов 35, чтобы ты понимал, типа. Плюс еще супер-мега эпичные эффекты. О, не надо, братан! Родной! Не надо, братан, не надо. Там у нас, конечно, чел с птуром побежал, но я сомневаюсь, что он бы забрал его сейчас. Медаль разведки, окей. Я кого-то подсветил? Вот здесь чел где-то у нас бегает. Мы сейчас туда ему электричество долбанем, чтобы его там током... Ой! Не попал. До свидания, родной. Кстати, АКС-74 довольно-таки комфортно играется. Очень хорошая отдача, приятная. Комфортно, приятно. Отдача! Очень приятно отдает в голову. Не, на самом деле, комфортная пушка, кстати. Прям вот реально комфортная пушка. Можно одиночками, можно очередью стрелять. Стреляется очень хорошо, тем более с рукояткой тактической и с оптикой. Вполне себе комфортный ствол. Оружие в этом режиме можно прокачивать, выкачивать. То есть это не просто, что ты купил себе пушку, ну точнее взял пушку и все, и бегаешь, типа не поймешь, что делать, типа. Здесь все это грамотно работает. Все грамотно работает, ты можешь прокачивать, ставить различные модули, прокачивающиеся. Вот, поэтому играется очень даже хорошо и комфортно. Вот, видишь, на дальнюю дистанцию вполне себе на изи можно было бы забрать ребятишек. Ставим поднималочку и продвигаемся дальше. Так как мы с тобой играем за жанр разведчика, мы должны с тобой максимально давать информацию ребятам. Вот хотя бы вот так. Вот хотя бы вот так вот. Ну, главное, стрелу дали, разведку дали, ребята там увидели, кого надо. А кого не надо, того не увидели. Ну, ничего страшного. На нас сейчас, кстати, судя по всему, выбегал медик, потому что он пустил рой дронов. Пустил завесу, из-за этого мы, собственно, не смогли вовремя среагировать. Но это тактическая игра, понимаешь? У каждого свой свой навык, свой класс, который в игре достаточно иногда полезен. Опа. Где-то снайпер, походу, дело. Пу-пу-пу, блин, ну вылезать на прострел такой себе. Давай попробуем перебежать через какой-то более узкий участок. Потому что вылезать на открытое пространство — это вообще, ну, типа, провал изначально, потому что больше чем уверен, там сидит снайпер. А здесь танчик сидит. Так, а через двери мы нигде пройти не можем. Ну, окей. Ладно.
Тогда пробегаем здесь. Просто закидываем, я не знаю, просто тупо куда-нибудь грену на шару кидаем. Забираем пацана. Убегаем, залазим на машинку. Смотрим, где кто есть. Отрабатываем ребятишек. Они нас быстрее отработали из танка. Ах ты ж пипицочка! Он просто сбоку зашел, братан. Ты там тиммейт, там Петя. Ну или Геннадий, я не знаю кто-то. Короче, там есть какой-то чел, который нас сейчас очень жестко отэтовал сбоку. Смотри, как легли красиво. Ладно. Давай попробуем на этой точке эвакуации высадиться. И если у нас получится, у нас получится. Если не получится, ну, сам понимаешь, что... Не надо! Да, ну зачем ты так делаешь, ну? Откуда ты? Сиди, цари. Пабгер. Пабгеры здесь, кстати, тоже, видимо, играют. На опыте парни. Даже без наличия туалетов они здесь могут найти, где присесть, как бы. Ладно, а ты играешь в пабг, да? Играешь в пабг? Напиши. Любишь пабг? Залетаем. Сканирующую шляпу. Ага. Вот здесь хрен на горе. Грену закидываем и пробегаем, забираем. Пробегаем, забираем. Танк не надо! Не надо! Братан! Я не знал, что там танк был. В смысле, у меня танк не подсветил, алло. Пацаны, кто-нибудь поднять может? Нет, ребята? Ребятушки. Ребятишки. О, тут чел. Ладно. Сейчас я тебе попозже покажу, что будет дальше. Ну, как бы мне не хотелось показывать тебе потрясающий классный видос, но мы потихоньку получаем звездюлей, понимаешь? И от меня не особо зависит, потому что с ребятами очень стараемся, но вражеская команда оказывается чуть-чуть поматнее, чем мы. Блин, я не туда шмальнул, ну ладно. Давай-ка мы здесь восстанавливалку киданем. И попробуем сейчас... Да ё-моё, не то! Да не то, возьми нормальное оружие, ты что делаешь? Какой ты вообще не алё. Давай здесь контролем проход, здесь часто ребятишки вот эти ходят. Тут надо быть аккуратными. А, я говорил. Понимаешь, я всегда чувствую все заранее, но сам не прислушиваюсь к голосу, к внутреннему. Это я не знаю, как это работает, но это всегда так. Абсолютно во всех играх. Особенно, знаешь, в Warzone. Там пацаны сейчас стопудово оттуда кто-то выйдет и оттуда кто-то выходит. Ну, естественно, в тот самый момент, когда я ожидаю, что оттуда кто-то выйдет. Помогите, я заблудился. Нас жестко рашат, ребят. Да, вы, конечно, дико извините, что не получилось новую карту показать, потому что я думал, что сегодня новая карта, а получилось, что нет новой карты никакой. Но... Справа! Блин, я на перезарядке был, я сейчас тупо ничего не мог сделать, к сожалению. Вот чисто визуально, вот ты когда смотришь эту игру, тебе вообще визуально как? Нравится картинка? Нравится ли задумка в самой игре? То есть, что бы ты хотел видеть, например, в этой игре? Чтобы было что-то реализовано. Напиши, пожалуйста. Кстати, не забывай поражать лайки и подписывайся на канал, если желаешь поддержать маленький растущий организм, так скажем. Ребятушки, у нас самый замес пошел, пацаны. Я не знаю. Мне кажется, мы здесь долго не продержимся. Нас жестко рашат, парни. Очень жестко. Очень жестко. Они по базе запустили какие-то фиговины. Я не знаю, что это значит, но по ходу дела это значит, что пу-пу-пу, как бы. По ходу дела очень близко развязка, типа, ребята. Так, ну надо высаживаться здесь. Они жестко нас продавили, и я не знаю, пока абсолютно не получается у нас отрабатывать ничего. Есть дикое ощущение, что у нас особо уже ничего не получится, потому что они уже давят по всем фронтам. У них и танк, и вся вот эта движуха пошла, и какие-то ракеты кидают по нам, пацаны. Я уже не знаю, ребят, надо стараться, но по нам жестко работают отовсюду. Жестко работает отовсюду, пытаюсь перебегать, но здесь идет артподготовка уже жесточайшая, просто максимально суровая.
Киллов мы вроде как бы наколошматили, а это не помогает нам тактически выигрывать, точнее стратегически. То есть тактические успехи какие-то есть? Нет! Нету. Гой, вай. А, блин, он, наверное, подсветил, поэтому знал, что я с этой стороны закажу. Короче, я не знаю, у меня максимально положительные ощущения от этой игры. То есть могу однозначно сказать, что конкретно вот этот режим вот этих войнушек, да, это для любителей игр типа Hell Let Lost, там, может быть, Battlefield, там, что-нибудь из этого, да? Вот что ты думаешь по поводу развития этой игры? Хорошо или плохо, например, что они хотят совместить Extraction Shooter и другой вариант, например, Battlefield? Ну, к примеру, да? Что ты думаешь? Насколько тебе нравится такая история развития событий? Мне, например, нравится, потому что ты, например, захотел, повытаскивал шмот. Тебе надоело вытаскивать шмот. Ты пошел и просто пострелялся, покачал себе пушечки и открыл какие-нибудь скинчики модные. Вот, между прочим, смотри, отряд нормально у нас, вот, смотри. Нормально все. Вот, как бы, видишь, 45 челов я ликвидировал. Нормальная тема. Я тебе говорю, я умею играть в такие игры, но, правда, не всегда. Но не всегда. Поэтому не забывай прожать лайк, подписывайся на канал. Если тебе не сложно, поделись этим видео с друзьями или в каких-нибудь соцсетях. Буду рад очень еще раз тебя увидеть. Вот, приходи, смотри. А с тобой был Нэшем. До скорых встреч. Пока-пока.